Всем привет! Вы на канале Mazes Knitting, и это вторая часть мастер-класса по вязанию пинеток для самых маленьких от 0 до 3 и от 3 до 6 месяцев. В первой части мастер-класса для маленького размера мы сократили 3 петли, и из 18 у нас осталось 15 петель. Для большего размера из 20 петель мы сократили 4, и у нас осталось 16 петель. В следующем ряду сокращаем еще по 2 петли для каждого размера. Для пинетки от 0 до 3 месяцев убавку делаем на первых 4 петлях. Для этого петельку с рабочей нити продеваем сначала в первую, а затем во вторую петлю. Одна убавка у нас есть. Следующую петлю с рабочей нити продеваем в третью, а затем в четвертую петлю. Теперь у нас есть 2 убавки. Все остальные петли продеваем по одной до конца ряда. Для пинетки большего размера первую петельку провязываем как обычно, а затем делаем сокращение. Петлю с рабочей нити продеваем сначала во вторую, затем в третью петлю. Аналогично сокращаем четвертую и пятую. Так у нас убавилось 2 петли, остальные петли продеваем по одной до конца ряда. В последнюю петельку всегда провязываем дополнительную петлю. Теперь, начиная с этой петли, от рабочей нити все петли закрываем по кругу, продеваем одну в другую. Закрыли все петельки. Вот такая пинеточка у нас получилась. Пересчитаем закрытые петли. Для маленького размера у нас должно остаться 13 петель. Для пинетки от 3 до 6 месяцев на одну петельку больше – 14. В следующем ряду сделаем еще одну убавку петель. Желательно на этом этапе примерить пинеточку на ножку малыша. Если она широковата, вы можете сделать не одну, а 2 убавки петель. Первую петельку мы провязываем как обычно. Вторую и третью провязываем одной петлей с рабочей нити. Сначала продеваем во вторую, затем эту же петлю продеваем в третью. Так у нас убавилась 1 петля. Все остальные петли набираем по одной до конца ряда. Аналогично делаем убавки на пинетке большего размера. После того, как все петли будут набраны, ряд закрываем. Закончили убавлять петли. При желании вы можете связать высоту еще 1 или 2 ряда без убавления петель. В конце вязания разрезаем крайнюю петельку на рабочей нити и обрезаем рабочую нить. Оставшийся хвостик нити с помощью крючка продеваем в последнюю петельку.
Затем продеваем нить за оба ребрышка соседней петли и возвращаем назад в середину последней петли. Теперь петельки аккуратно разравниваем и хвостик подшиваем обычными ниточками для шитья с изнаночной стороны. Получился совсем незаметный переход. Для того, чтобы сделать хвостик, ниточку, которую мы оставили в начале вязания, с помощью крючка несколько раз продеваем между петель. Движемся в сторону пяточки. Теперь вытягиваем ниточку, и наш хвостик готов. Теперь нам нужно оформить вот такие ушки. Разрежем по центру крайнюю петельку на рабочей нити. Затем отсчитаем 3 петли. И четвертую также разрежем по центру. После этого рабочую нить обрезаем. Свободные концы нитей завязываем узелком. Соединяем в кольцо наши петли. Надеваем первую петельку на вторую, а вторую на третью. В оставшуюся петельку продеваем свободный конец нити и затягиваем. Чтобы слегка собрать получившееся ушко, продеваем свободный конец нити в первую закрытую петельку и снова затягиваем. С помощью крючка закрепите ушко на пинетку. Хвостики завяжите узелком с изнаночной стороны. Также их можно подшить обычными ниточками или спрятать между петлями с помощью крючка. Аналогично первому делаем второе ушко. Глазки и носик мы оформили с помощью бусин, крепко пришив их ниточками для шитья. Также вы можете вышить их нитками для вышивания или любой пряжей. Подписывайтесь на наш канал, поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.
И обязательно высылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Мы опубликуем их на нашей страничке. Пока-пока!